2 яйца, щепотка соли. И добавляю еще 2 желтка. Белки оставляю на крем. Начинаю взбивать. И в процессе взбивания добавлю 60 грамм сахара. Яйца взбиты достаточно, если на поверхности какое-то время остается рисунок. Мука 60 грамм. Вмешиваю в тесто. Этот бисквит уже можно выпекать, но я добавлю молоко 10 мл и растительное масло 10 мл. Для того, чтобы бисквит был влажный, без пропитки. Объединяю эти массы две. Разъемная форма 24 сантиметра диаметром. Дно затянула бумагой для выпечки. Ничем форму не смазываю. Все тесто в форму. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать минут на 15-20. Но тут в зависимости от вашей духовки. Бисквит готов. Выпекался он у меня 20 минут. Только что я его вытащила из духовки. Прохожу по краям тонким ножом. И даю бисквиту остыть до комнатной температуры. 60 мл воды и желатин быстрорастворимый. Два пакетика по 10 грамм. Всего 20 грамм желатина. Оставляю набухать. Молоко 200 мл, я его прокипятила. Оно у меня сейчас горячее. И в него отправлю желатин, который набух. Пусть растворяется в молоке. Продолжаю делать крем птичье молоко. В сотейнике у меня вода 60 мл. И добавляю 150 граммов сахара. А в миске у меня белки от 2 яиц. К ним добавляю соль, щепотку и буду взбивать. Но сначала воду с сахаром ставлю на плиту. Сахарный сироп закипел, а теперь его уже помешивать не надо. Оставляю его кипеть на среднем нагреве, чтобы он достиг температуры 120 градусов. Это где-то 5-6 минут. Ему надо покипеть. А я пока начинаю взбивать белки. Белки взбила, сахарный сироп тоже готов. Он у меня кипел 6 минут. Будьте осторожны.
У меня в стеклянной миске все это происходит, потому что у меня стекло огнеупорное. Выдержит высокую температуру. Теперь начинаю взбивать белки и тонкой струйкой вливаю сахарный сироп. Получилось такое воздушное безе. Теперь взбиваю сливочное масло комнатной температуры 100 грамм. Взбиваю масло и добавляю сгущенное молоко, тоже комнатной температуры 100 грамм. Теперь остается только объединить все три массы. Это молоко с желатином, белковое безе и крем-масса со сгущенкой. Сначала беру, эти массы должны быть одной температуры, комнатной. Вот сейчас у меня так и есть. Желатин растворился. Выливаю его к белкам и перемешиваю на небольших оборотах миксера. Белковое масло добавляю к крему. И перемешиваю. Теперь остается подготовить бисквит. Он уже остыл. Снимаю сахарную корочку, вот эту верхнюю. Это нужно делать обязательно. Зачищать бисквит. Тогда он лучше пропитывается. Буду собирать в этой же самой разъемной форме, в которой выпекала. И остается только вылить крем. Смотрите, какой получился воздушный. И торт отправляется в холодильник на ночь. Торт постоял ночь в холодильнике, и теперь можно снять форму. Посмотрим. Крем не вытек. Делаю глазурь. 60 мл молока и 1 шоколадка. Горькая. Горький шоколад. В микроволновку. Добавляю столовую ложку растительного масла без запаха. Это для того, чтобы глазурь была с блеском глянцевая.